Ноутбук с процессором Intel Core i5-12450H 12 поколения, 16 гигабайт оперативной памяти, IPS-экран Honor HD на 16 дюймов, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, полноразмерная клавиатура, алюминиевый корпус, 2 USB-A порта, версии 3.2 Gen 1, один полнофункциональный USB 4 порт, громкие стереодинамики, тачпад, который поддерживает отклик на 5 касаний одновременно, и это только малая часть того, что из себя представляет ноутбук под названием Honor Magic Book X16. Обо всем, как и вы, я, разумеется, прочел в рекламе к этому ноутбуку, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Но перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro первые 3 месяца, потом посмотрим, какие будут. Условия для розыгрыша просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий осмысленный не менее 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала написать свое имя в телеге. Притом подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Плюс еще 23 мая буду разыгрывать Poco F6 Pro. Будет презентация Poco. Приходите, расскажу условия. Перейдем к новинке ноутбуку. Распаковка. Данная модель поставляется в обыкновенной коробке, но выполнена она из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем ноутбук, адаптер питания 20 вольт, 3,25 ампера, 65 ватт с китайской вилкой, довольно длинный кабель с Type-C на Type-C и документация. Помимо этого, дополнительно мне прислали силиконовую накладку на клавиатуру, переходник и проводную мышку. Тест на MacBook данная модель провалила. Вес ноутбука составляет 1 кг 701 грамм, а габариты 356 на 250 на 24 мм. Приобрести ноутбук можно в светло-серой и темно-серой расцветке. Внешне ноутбук выглядит хорошо. Из особенностей есть только зеркальная надпись Honor, в остальном дизайн вполне стандартный и особых отличий от множества подобных моделей не имеет. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и пластика. Качество материалов, учитывая стоимость, хорошее, но при этом корпус при нажатии проминается. Также отмечу, что максимальный угол открытия около 150 градусов. При этом у конкурентов есть модели, у которых экран откидывается на 180 градусов. Но учитывая диагональ в 16 дюймов, я считаю, что это не особо актуально. Далее, по интерфейсам мы имеем один HDMI порт версии 1.4 с поддержкой подключения монитора с разрешением 4К 30 FPS, 2 USB-A порта версии 3.2 Gen 1, один полнофункциональный USB 4 и разъем 3,5 мм мини-джек для наушников. Как и в X16 Pro, портов немного, но базовые есть. Напоминаю, что на X16 Pro от того же Honor обзор уже был на канале. Далее, клавиатура в данной модели с цифровым блоком и с неурезанными клавишами управления курсором, за что плюс. Также производитель заявляет о трехуровневой подсветке клавиш, но просто ее не включить каким-то сочетанием в клавиш. Для этого нужно приложение PC Manager, которое есть в стоке, но даже там лично у меня не получилось включить подсветку. Ход клавиш мягкий, 1,5 мм, а у клавиши Space 1,6 мм. Звук постукивания стандартный, печатать из-за тачпада, который сместили ближе к левой части корпуса, не совсем удобно, но возможно. Плюс тачпад можно отключить, а также к клавиатуре необходимо привыкать. В клавиатуре спрятали клавишу питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, который отрабатывает быстро и корректно. Ко всему, на некоторых клавишах есть LED-индикаторы, к примеру, на клавише FN или Caps. Тачпад средних размеров 120 на 72 мм. Плюс он поддерживает отклик 5 касаний одновременно, но реализован он плохо. Не как в Pro-версии. Тут он имеет люфт и двойное дно. Использовать тачпад можно, но комфорта мало. Далее, в верхней рамке стандартно разместили камеру разрешением 720p, которая достаточно для видеозвонков, но не больше. Механической шторки приватности нет, есть только возможность отключить камеру сочетанием клавиш. Что касается передачи звука, то используется система из 2 микрофонов, но я бы советовал использовать внешний микрофон для бесед через мессенджеры, так как шумоподавление во время звонков отрабатывает очень плохо. Для вывода звука же используется 2 динамика, которые расположились в нижней части корпуса. Звучание имеет сертификацию HRS, громкости достаточно и звучание неплохое, я бы даже сказал, что оно отличное. Плюс есть возможность персонализировать звучание через PC Manager и на Himic. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц, соотношение сторон 16 к 10, соотношение экрана к корпусу 89%, цветовой охват 100% DCI-P3, коэффициент контрастности 1200 к 1. Рамки по бокам 5 мм, вверху рамка 7 мм, внизу 13,5. Яркость составляет на 100% яркости 290 люксов, да, мало, но для использования в помещении в целом нормально. Рамки не громадные, покрытие экрана матовое, подсветка достаточно равномерная и углы обзора в пределах нормы. Цвет
Цветопередача стандартная для IPS, не скажу, что плохая, но экран не подходит для работы с фото, иллюстрациями или чем-то подобным, только если в любительском формате. Перейдем к железу. Отмечу сразу. На ноутбуке в стоке стоит система Windows 11 с поддержкой только одного языка для интерфейса. Про систему и оптимизацию могу сказать, что все лагает, обновления долго времени не хотели устанавливаться, некоторые установленные приложения не запускаются, и если вкратце, то радости мало после приобретения данной модели. Чтобы сохранить лицензию при установке другой Windows, можно попробовать способ с аккаунтом Microsoft на ноутбуке. Но не факт, что это сработает. Для оптимизации работы в экосистеме Honor производитель предоставил софт для работы с устройствами Honor. К примеру, можно транслировать экран, обмениваться файлами между планшетом, смартфоном и ноутбуком, отвечать на уведомления и не только. Процессор здесь установлен Intel Core i5-12450H 12 поколения с 8 ядрами, 12 потоками, кэшем 3-го уровня, базовой частотой в 2 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Boost до 4,4 ГГц. На борту есть два режима, это режим высокой производительности и умный режим. Но опять же из-за системы у меня не всегда получалось переключаться между этими режимами. За графику отвечает интегрированная Intel UHD графика, оперативная память двухканальная на выбор 8 или 16 ГБ, типа LPDDR4X, с частотой 4266 МГц, без возможности замены и без возможности ее расширения. Твердотельный накопитель Kioxia KBG 50ZN V512G, M2-2280, разумеется, NVMe, PCIe версии 4.0 на 512 ГБ. Расширить ПЗУ можно, вставив дополнительный SSD M2 2242, накопитель до 1 терабайта. Система охлаждения состоит из одного кулера и медных трубок. Забор воздуха проходит с нижней части ноутбука, так что использовать данную модель можно только на твердых поверхностях. На кровать его не кладем. Вывод теплого воздуха находится с тыльной части ноутбука. Используется Wi-Fi 6 серии и Bluetooth чип версии 5.1. Wi-Fi в этой модели у меня не отключался, в отличие от версии Pro. Да и по скорости все хорошо. Опять же, если установить другую винду, накатить дрова, все будет нормально. Перейдем к тестам. В Crystal Disk Mark чтение 2653 мегабайта в секунду и запись 443 мегабайта в секунду, что, конечно, вовсе не лучший результат. В Geekbench Vulkan Score 8341, OpenCL Score 6508, Single Core 1711 и Multicore 5347. В Cinebench R23 в многоядерном тесте 2009 PTS и одноядерном тесте 942 PTS. Емкость аккумулятора 3666 мАч 42 Вт-часа. С 0 до 50% ноутбук заряжается от родного адаптера питания за 50 минут и с 0 до сотки за 1 час 45 минут. В PC-марке в тесте на автономность при просмотре видео он выдал скромные 4 часа 50 минут и в тесте в сценарии использования наподобие офисной работы 5 часов 11 минут. Результаты вовсе не впечатляющие, нужно сказать и про часовые тесты на разряд аккумулятора, так как за 1 час просмотра видео на YouTube со 100% яркости и с 50% громкости динамиков уходит в среднем 25% заряда. В игре Super Animal Royale за 1 час уходит 80% заряда и в среднем показывает он 165 FPS. В CS2 на низких настройках графики за 1 час ноутбук разряжается в 0, в среднем показывает 30 FPS. Система охлаждения отрабатывает, но одного кулера не всегда хватает. В игры играть в целом возможно, но железо не подразумевает, что ноутбук будет использоваться для игры. Да и расход заряда максимально плохо оптимизирован. Ну или мне попался такой экземпляр. Опять же, андервольтинг никто не отменял, но с этим химичить такое себе удовольствие, особенно в таких ноутбуках. Из него особо-то и не выжмешь. Минусы: плохие микрофоны, нет дополнительного Type-C порта, нет датчика внешней освещенности, не работает подсветка клавиатуры, система работает некорректно, без переустановки, нет шторки приватности для веб-камеры, место под второй накопитель формата M2-2242, а не M2-2280, и это тоже тот еще неприятный моментик, и плохая автономность. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, Honor Magic Book X16, в отличие от X16 Pro, плохо реализован. Возможно, мне попался такой экземпляр, но что есть, то есть. Я вовсе недоволен тем, что предлагает нам Honor за эту стоимость. Опять же, без распродаж. В распродаже девайсу все-таки да, потому что гуглите в телеграм-канале скидок, сколько он стоил. Когда ноутбук стоит дешевле, чем хороший телефон, ему много чего можно простить. Без распродаж от меня девайсу однозначно нет. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.